Война идет 4-й год. Ее надо остановить, чтобы перестали гибнуть люди, разрушаться города и беженцы могли вернуться домой. Это верно, с этим трудно спорить. Но иногда «надо» не совпадает с возможным. История учит нас, что война, начавшись, завершается только тогда, когда у воюющих сторон заканчиваются ресурсы для ее ведения. Говоря о ресурсах, обычно обсуждают деньги, солдат и вооружение. И зря. Кроме материальных, есть еще ресурсы моральные, общественная поддержка продолжения войны и политические. Здесь имеется в виду наличие у руководства воюющих стран воли продолжать военные действия и устойчивая государственная организация, способная это обеспечить. Перечисленные виды ресурсов частично взаимозаменяемы. Большие войны обычно завершаются задолго до того, как у воюющих сторон заканчиваются деньги, пушки и солдат. Они завершались потому, что заканчивалась политическая воля. Менялось руководство государства или даже целый политический режим. Либо у руководителей менялись приоритеты. Иногда случалось то и другое. И тогда все остальное становилось бесполезным. Карета превращалась в тыкву. Политическую волю заменить ничем невозможно. С общественной поддержкой войны все несколько сложнее. Ее отсутствие может парализовать политическую волю, и тогда смотри выше. Но это возможно только при условии, что у общественности есть реальные рычаги воздействия на политическое руководство. В противном случае власти в гробу видали общественную поддержку, иногда буквально. Недовольную общественность расстреливают и сажают, а война продолжается. Интересный случай, когда заканчивается политическая воля, а общественная поддержка остается. То есть общественность жаждет продолжения. И такое случалось в истории. Тогда война внешняя перерастала в гражданскую. Те же яйца, только в профиль. Продолжали гибнуть люди и так далее. А при наличии политической воли продолжать войну или общественной поддержки дефицит пушек, солдат, денег большой роли никогда не играл. Деньги можно занять или напечатать. А вообще-то можно и почти совсем без денег. Натуральный обмен, конфискации и снабжение по карточкам никто не отменял. Солдат бабы новых нарожают. А еще их можно нанять за напечатанные деньги. И, в принципе, при сохранении политической воли и государственной организации есть очень много способов заставить людей воевать. А с пушками и ракетами все еще проще. Их можно заменить на лук и стрелы. Ну ладно, не лук и стрелы. Ракеты можно изготовить из подручных материалов, водопроводных и строительных труб, сахара и удобрений. А еще их можно просто украсть. Многочисленные примеры того и другого сегодня у нас перед глазами. Таким образом, единственным незаменяемым ресурсом войны является политическая воля и дееспособная государственная организация. Пока они есть, война не закончится. Нынешняя война между Россией и Украиной не закончится именно потому, что экономические и политические элиты обеих стран кровно заинтересованы в ее продолжении. Для них это экзистенциальная необходимость. Пока идет война, их власти ничего не угрожает. Ну, по крайней мере, так они думают. Падение и разрушение экономики также не является весомым аргументом в пользу окончания войны, потому что на падении и разрушении тоже можно хорошо заработать, и зарабатывают именно те, кто ближе к власти. Общественное мнение в обеих странах вообще не проблема. Во-первых, оно амбивалентно. С одной стороны, хочет мира, а с другой военные успехи и воинственные заявления руководителей государства только увеличивают рейтинг последних. Общественность, как в России и в Украине, сегодня готова принять любое решение своих руководителей. Во-вторых, государство и в России, и в Украине на сегодняшний день очень надежно контролирует медиапространство, и поэтому может это самое общественное мнение формировать. Ну и, наконец, в-третьих, ни у россиян, ни у украинцев на сегодняшний день нет реальных рычагов влияния на принятие политических решений. Те, которые были сломаны во время войны. Трудности с набором живой силы, снабжением армии и бюджетом в той или иной степени испытывали как Россия, так и Украина с первых дней полномасштабного вторжения. Но при этом условный Путин и условный Зеленский обладают всеми политическими и моральными ресурсами для продолжения военных действий.
Именно поэтому они делают все, чтобы война продолжалась. Все заявления о согласии на перемирие и на мирные переговоры делаются с той же самой целью. За каждым «да» следует множество «но» и «нет». Мы за. Но есть нюансы. Я считаю, что это просто – находить позицию, чтобы не идти к окончанию войны. Сисфайр не должен идти с российскими «но». Но может ли кто-то, и мы даже знаем, кто этого очень хочет, заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров и заключить сделку? Может быть. Но только это не будет путь к миру. Почему? Да по той же самой причине, по которой известные призывы прекратить огонь, а потом вести переговоры хоть десятилетиями, выглядят красиво, но абсолютно нереалистично. История знает примеры и прекращения огня, и мирных переговоров по принуждению, когда третьи страны буквально заставляли воюющих соседей подписывать друг с другом мирные соглашения. Кстати говоря, история с Корейской войной, которая у всех на устах, она не из этой серии. Там юг и север именно хотели заключить мир, но просто не могли друг с другом разговаривать. И вот в таких, и только в таких ситуациях сильное посредничество действительно может быть эффективным. Но мирные соглашения, заключенные по приказу, против воли воюющих государств, к сожалению, не приводят к прекращению гибели людей. Они в лучшем случае ее отсрочивают. И за эту отсрочку приходится платить большие проценты. Гораздо больше погибших, гораздо больше разрушений, гораздо больше беженцев. Текущий российско-украинский конфликт уже дал нам многочисленные примеры таких вот соглашений по принуждению. 24 перемирия с 14 по 21 год, которые срывались обеими сторонами, так, по крайней мере, утверждали наблюдатели ОБСЕ, и целых 2 Минских мирных соглашения. И тут тоже обе стороны обвиняли друг друга в их несоблюдении. Закончилось все полномасштабным вторжением в 22 году. Гораздо больше жертв, гораздо больше разрушений, гораздо больше беженцев. Но каков же тогда выход, спросите вы? А его нет. Бывают такие истории, для которых счастливый конец возможен только если они не начинаются. Ну или если поменяются все действующие лица. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч.